На второй день круизного путешествия нас привезли в Хорватию, город Сплит. И в этом видео я хочу немножко рассказать о Хорватии. А конкретно о маленьком, но стареньком городе Троге на берегу моря. Ебать, как я попал нахуй. О его юморе на улицах, которые я нахожу смешным. Также о небольшом замке, который находится на вершине Сплита. И о национальном достоянии хорватов, национальном парке Крка. Но обо всем по порядку. В этот день мы встали с восходом солнца, его можно было наблюдать с одной из наших палуб, а с другой палубы виднелся город Сплит. Сплит – это курортный город Хорватии, но о нем немножечко позже. Спустившись с корабля, нас буквально сразу подцепил немолодой, но опытный хорват Марио, предложил свои экскурсионные услуги, и мы согласились. Первым объектом, куда нас привез Марио, была крепость прямо на вершине Сплита, и она известна тем, что в ней снимали «Игру престолов». Сначала мы подумали, что дверь в крепость закрыта, и Марио даже успел испугаться, но потом я толкнул дверь, она открылась, и мы вошли внутрь. Я сначала не понял, какую часть «Игры престолов» здесь снимали, забил в Google, и Google выдал Мейрин. Сама по себе крепость ухоженная, видно, что за ней следят, но ничего необычного. Единственное, что стоит отметить в ней, это вид на город Сплит. В общем, мы посмотрели на этот вид, погуляли, наверное, в сумме минут 15, может быть 20, сели в машину и поехали на следующий объект. Марио на самом деле крутой чувак, и периодически он нам рассказывал интересные истории из жизни Хорватии. I all my life worked for another, and I'm stupid. Now I'm in some year when I made to say that. Don't work for another, work for you. If something not good for you, thinking it's not good for you, go on. Мы где-то час ехали до национального парка Крка и приехали не зря. Тут действительно красиво. Знаете, я за свою жизнь был раз, наверное, 20 в Крыму. И сейчас спускаясь по прекрасной дороге в Хорватии, вспоминаю, как мы спускались по прекрасной дороге к морю в Крыму. Знаете, я очень люблю природу, поэтому в национальном парке Крка мне понравилось все. Они по всей территории построили вот такие вот тропинки. Мне они очень понравились. Реальное ощущение присутствия в лесу. И в этом лесу ты можешь посмотреть на маленькие водопадики. Можешь посмотреть на водопадики побольше. Вода течет везде, у тебя под ногами, сбоку, справа, слева. Иногда деревянные тропы заканчиваются и начинаются глиняные, скалистые, которые в итоге выводят тебя к очень красивым местам. Основную часть парка можно пройти, наверное, часа за 2. И честно скажу, за эти 2 часа не было ни минуты, когда я подумал, что я устал или что мне скучно. И под конец этого пути ты выходишь в спокойный рекреационный парк, и ты можешь спокойно и тихо посидеть, где нет совершенно людей. В общем, испытать кайф в чистом виде. Ну а изюминкой этого парка, конечно же, являются не тропы, а вот этот вот мост, с которого открывается прекраснейший вид на водопады. Место очень классное, туристов в ноябре практически нет. Можно видеть даже на моем заднем фоне, там вот какой-то, там еще делегация китайцев проходит, ну типа и все. Здесь Катя, я и делегация китайцев. Прекрасное место для того, чтобы просто отдохнуть, походить, понаслаждаться видами, потому что здесь действительно клево, уникальные деревья, камни,
сама по себе атмосфера. Но стоимость, конечно, в сезон здесь очень высокая. Типа 200 кун это стоит для местных и для приезжих. Это 40 евро за человека. Вне сезон 30 кун, 30 кун за человека, да? 30 кун за человека мы заплатили, то есть 60 за двоих. Мало людей, низкие цены, нет знойной жары. И я считаю, что это место нужно занести в список, точно надо посмотреть. Да, короче, мне мой стабилизатор сказал, иди в жопу. Нам очень все понравилось, и сейчас мы едем на следующую достопримечательность. Бум! Бум! Следующей достопримечательностью оказался город Троги. Ну что, Марио нас привез в город Троги. Вон наш друг Марио стоит. Здесь он говорит, мы приехали в самый центр, это старый город. И вот эти все здания за моей спиной находятся под защитой ЮНЕСКО. Да, весь старый город является наследием ЮНЕСКО. И, если честно, мы не ожидали, что нам так понравится Троги. В самом его сердце находится небольшой островок, на котором и находится старый город. Старый город очень милый. Все его улицы такие уютные, и они пропитаны историей. По ним было очень приятно гулять, наблюдать за хорватами, которые ходили по ним. Прикольно было смотреть, как там живут люди. В общем, ребят, если вы будете где-нибудь рядом, обязательно сюда нужно заехать. На Сплит у нас осталось совсем мало времени. Мы погуляли немножко по его улочкам, вышли на его красивую набережную, полюбовались закатом и нашим кораблем и отправились на наш корабль. И все. Но вот что я хочу сказать по поводу Хорватии. Знаете, Хорватия нас удивила. Мы ожидали меньшего, а получили больше. И это всегда очень приятно. Если раньше мы не рассматривали Хорватию как страну, в которой есть что посмотреть, то сейчас считаем совершенно иначе. И я думаю, мы туда обязательно вернемся, но это будет потом. Это будет совершенно другое видео, господа. А сейчас пока.